Все наверняка знают Анубиса, бога с головой шакала, и Ра, бога солнца. Но древнеегипетский пантеон насчитывал более 2000 богов. Сегодня я расскажу о 5 из них, которые были невероятно популярны в Древнем Египте, но о которых сегодня почти никто не помнит. Приготовьтесь, будет интересно. Начнем с Беса, единственного египетского бога, которого изображали анфас, лицом к зрителю. Все остальные боги рисовались в профиль. Считалось, что такой взгляд отпугивает злых духов своим страшным видом. Бес выглядел как карликовый бог с львиной гривой, высунутым языком и кривыми ногами. Его часто изображали с музыкальными инструментами, а его одеждой служила шкура леопарда. Он был защитником домашнего очага, оберегал беременных женщин и новорожденных, помогал при родах. Именно поэтому изображение беса вешали в родильных домах. А еще он защищал людей во сне от кошмаров. Кроме того, бес был покровителем музыки, танцев и веселья. Его изображали на косметических предметах и мебели, ведь египтяне верили, где бес, там счастье и защита. Амулеты с его изображением были самыми популярными среди простого народа. Их находили даже в домах бедняков. Бес был настоящим любимцем народа. Следующий в нашем списке Себек, бог с головой крокодила и телом человека. Он был одним из древнейших богов Египта и особенно почитался в районе Фаюма и в городе Крокодилополь. Он символизировал силу и плодородие, был покровителем армии, ведь крокодил считался непобедимым воином. У Себека был храм, в котором содержались священные крокодилы. Их украшали золотыми браслетами и серьгами, кормили отборным мясом и даже преступниками. Жрецы купали крокодилов в бассейнах с ароматическими маслами, а после смерти их мумифицировали с почестями, как фараонов. Но египтяне одновременно боялись и почитали Себека. С одной стороны, крокодилы убивали людей в Ниле, но с другой, они символизировали силу самой реки, без которой Египта не существовало бы. Фараоны часто принимали имена в его честь. Например, несколько правителей 13-й династии носили имя Себек-Хотеп, что значило «Себек доволен». Теперь перейдем к Таурт, беременной бегемотихе, защитнице женщин. У нее было тело беременного бегемота, лапы льва, хвост крокодила и грудь человека. Ее часто изображали с огромным животом, а имя Таурт означало «великая» или «великая богиня». Несмотря на устрашающий вид, Таурт была любимой богиней египетских женщин всех классов, от рабынь до цариц. Она защищала женщин во время беременности, помогала при родах, оберегала новорожденных и отгоняла злых духов от колыбелей. Таурт олицетворяла женскую силу и материнскую ярость. Ее культ был очень значим. Амулеты Таурт носили все женщины. Ее изображения рисовали на стенах спален, а статуэтки ставили в родильных домах. Египтяне верили, что Таурт не просто помогает, а буквально сражается со злыми демонами, пытающимися навредить матери или ребенку. Кроме того, Таурт упоминается
как защитница праведников в загробном мире, не позволяющая демонам помешать душе умершего достичь рая. Далее поговорим о Хнуме, боге с головой барана с закрученными рогами. Его изображали за гончарным кругом. Он был одним из древнейших богов Египта и считался создателем людей. Египтяне верили, что Хнум лепит каждого человека на гончарном круге, создавая не только тело Хет, но и духовную сущность Ка. Он работал вместе с богиней Хекет, богиней-лягушкой, которая вдыхала жизнь в его творение. Для фараонов Хнум создавал идеальные тела, для простых людей как получится. Египтяне верили, что он создает детей еще в утробе матери. Но самое интересное это то, как египтяне объясняли врожденные дефекты и болезни. Если ребенок рождался с физическим недостатком, говорили, значит Хнум был пьян за работой. А если ребенок болел, значит Хнум поторопился или отвлекся. Это не считалось проклятием, а воспринималось как просто брак на производстве. Также Хнум считался богом плодородия и хранителем истоков Нила. А главный его храм находился на острове Элефантина, где ему приносили жертвы, чтобы Нил разливался вовремя и урожай был хорошим. В некоторых текстах говорится, что Хнум создал не только людей, но и самих богов, а также яйцо, из которого вылупилось солнце. И, наконец, Мерцегер, богиня-змея, которую боялись больше фараонов. Она изображалась как кобра или человек с головой змеи, а ее имя означает «любящая тишину» или «та, что любит безмолвие». Мерцегер была локальной богиней Фиванского некрополя, долины царей. Она охраняла гробницы фараонов и вершину горы Алькурн, контролируя все подходы к царским захоронениям. Она могла ослепить одним взглядом. Укус вызывал паралич и смерть, а также она насылала яд, болезни и несчастья на грабителей и их семьи. Строители и рабочие боялись Мерцегер больше, чем самого фараона. Малейший проступок мог вызвать наказание. Ей строили маленькие святилища, каменные плиты и оставляли на них подношения. Также на этих плитах рабочие каялись перед богиней, прося прощения за ложь и благодаря за исцеление. Мерцегер не была просто жестокой, она защищала праведных, оберегала от змей и скорпионов и могла исцелять тех, кто искренне раскаивался. Однако после 20-й династии, когда долина царей перестала использоваться для захоронений, культ Мерцегер постепенно угас. Интересно, что некоторые египтологи считают, ее образ основан на реальной опасности в горах Фиванского некрополя, ведь там водилось множество ядовитых змей. Какой из этих богов удивил вас больше всего?